Приветствую всех на канале Израиль с Павлом и Ларисой. Мы уже начинали тему истории возникновения известного района под общим названием «Русское подворье в Иерусалиме». И судя по вашим комментариям, просмотрам и лайкам, эта тема живо интересует нашего зрителя. Ну что же, исходя из этого, как мы и обещали, у нас есть возможность продолжить эту тему. И сегодня мы вернемся к теме условий быта русских паломников, которые посещали разные места в Святой Земле в XIX веке. На протяжении всей истории, с момента принятия христианства на Руси в X веке нашей эры, традиция русского православного паломничества на Святую Землю всегда была неотъемлемой и важной частью русского благочестия. В XIX веке русские паломники чаще назывались поклонниками, поскольку традиция паломничества, неотъемлемо вошедшая в православный образ жизни, подразумевала поклонение святыням как библейским символам. Святая Земля воспринималась как икона библейских событий. Молитвенное, вдумчивое и созерцательное поклонение образу святыни и называлось поклонничеством. К концу XIX века и началу XX веков количество поклонников, желающих посетить Святую Землю, было настолько большим, что возникла необходимость создания мощной паломнической инфраструктуры, способной принимать из года в год увеличивающееся число паломников. Обеспечивать их необходимым минимумом во время совершения паломнического путешествия, а также заботиться об их быте, нуждах, период пребывания в Святой Земле. Из наиболее известных российских организаций, занимающихся нуждами паломников на Святой Земле во второй половине XIX века, были Русская духовная миссия в Иерусалиме, как церковное представительство Российской православной церкви, основанное в 1847 году. Также Русское общество пароходства и торговли «РАПИД», учрежденное 3 августа 1856 года, которое обеспечивало перевозки пароходные на Святую Землю, как и в целом по всей территории России. Корабли «РАПИДа» привозили паломников в Одессу, а оттуда через Константинополь в Афон и в Яффа. И далее в Египет, паломнические путешествия к святым местам Востока. Следует отметить деятельность Палестинского комитета, действовавшего в период с 1859 по 1864 годы, и Палестинской комиссии, действовавшей с 1864 по 1889 годы. Председателем Палестинского комитета, а затем и комиссии, был брат императора Александра II, великий князь Константин Николаевич, а управляющими делами Борис Павлович Мансуров. Главной задачей Палестинского комитета было приобретение земельных участков в Иерусалиме и других местах Святой Земли, застройка их подворьями, странноприимными домами для обеспечения нормальных условий пребывания там русских поклонников. Именно Палестинский комитет приобретает участок вне стен старого города Иерусалима на Медамской площади после посещения Святой Земли великим князем Константином Николаевичем в 1859 году. Здесь были впоследствии построены так называемые русские постройки. Самая крупная недвижимость каких-либо иностранных государств в Иерусалиме того исторического периода. Кроме того, Палестинский комитет приобретает участок в непосредственной близости с храмом Гроба Господня, где впоследствии была открыта христианская святыня, известная как Порог Судных Врат, и где усилиями уже созданного позже Императорского православного палестинского общества было обустроено Александровское подворье. В отчете 1860 года о мерах, принятых к улучшению быта русских православных паломников в Палестине, Борис Павлович Мансуров писал: «Высочайший учрежденный комитет, не ограничиваясь устройством временных приютов в Палестине для презрения наших поклонников и имея в виду высочайшую волю приискать меры к устройству постоянных странноприимных заведений, лишь только окончилась покупка земли и были собраны на месте все подробные к тому сведения, немедленно приступил к предварительным соображениям по всему делу. Ныне уже окончательно составлены высочайшие утвержденные планы, чертежи и сметы предположенным зданиям по рисункам, которые при всем прилагаются для всеобщего сведения.
на вышеупомянутой Мейданской площади, у оконечности которой сходятся 4 дороги – Вифлеем, Крестный монастырь, в Яфу и в Наплус, имеется в виду Наблус, решено построить однопрестольный храм во имя Святой Живоначальной Троицы, дом для посещения русской миссии, приходящей в Иерусалим на поклонение русских иноков, странноприимный дом для 300 поклонников, имеется в виду Елизаветинское подворье, странноприимный дом для 500 поклонниц, имеется в виду Мариинское подворье, госпиталь на 60 кроватей, необходимые к сим зданиям службы, каменную оградную стену вокруг всего русского владения. Обо всех этих постройках мы уже рассказывали в сюжете о русском подворье в Иерусалиме, обстоятельствах его возникновения. Поэтому, кто еще не видел, вы можете посмотреть этот сюжет и увидеть, как они сейчас выглядят. А здесь, в этом сюжете, мы будем, так сказать, основываться на фотографиях 19 века. Это тоже, я считаю, крайне интересно. Результатом деятельности Палестинского комитета стали русские постройки, которые вошли: Троицкий собор, здание Русской духовной миссии в Иерусалиме, здание Елизаветинского мужского и Мариинского женского подворья, дом российского императорского консула и русская больница. Все постройки были обнесены каменной стеной с 2 въездами. После того, как Палестинский комитет выполнил свои функции по созданию инфраструктуры русских построек в центре Иерусалима, он был упразднен. Вместо него была создана Палестинская комиссия при Азиатском департаменте МИДа в составе Бориса Павловича Мансурова, того же чиновника, а также директора Азиатского департамента графа Игнатьева и князя Урусова от Синода Российской Православной Церкви. По различным причинам в ходе деятельности Палестинского комитета комплекс русских подворий не был выстроен в первоначальном запланированном объеме. В частности, мужское Елизаветинское и женское Мариинское подворья остались одноэтажными вместо задуманных двухэтажных строений. Троицкий собор не получил внутренней отделки. Освящение Троицкого собора 28 октября 1872 года и домовой церкви во имя мученицы царицы Александры внутри здания самой Русской духовной миссии 28 июля 1864 года состоялось уже в период деятельности Палестинской комиссии. В период с 1 января 1865 по 1 апреля 1901 года русские постройки приняли около 86 тысяч паломников. То есть цифра на то время абсолютно нормальная. За свое 25-летнее существование Палестинского комитета и комиссии этим 2 организациям не удалось достичь значительных результатов по улучшению быта русских паломников, прибывающих на Святую Землю. Подворья по прошествии лет ветшали, становились тесными, общественность била тревогу, в то время как отчеты чиновников Палестинской комиссии оставались казенно-благополучными, рассчитанными на непритязательность и безропотность простонародной паломнической массы. Назревала острая необходимость создания новой организации, свободной от государственного бюрократического аппарата и на более демократических общественных принципах. Фактически эту идею осуществляет выдающийся русский общественный деятель и практический основатель, идеолог и вдохновитель будущего императорского православного палестинского общества Василий Николаевич Хитрово, который исполнял обязанности сначала помощника председателя общества с 1882 по 1889 годы, а с 1889 по 1903 обязанности секретариата. Собственно говоря, до конца своей жизни он был с обществом в обязанностях секретаря при должности. В числе вот этих российских общественных организаций, активно проявивших себя на Ближнем Востоке в деле поддержания нужд и быта православных паломников в конце 19-го, начале 20-х веков, Императорское православное палестинское общество, основанное в 1882 году, занимает совершенно особое место. Так, на торжественном открытии общества 21 мая по старому стилю присутствовали члены императорской фамилии:
русское и греческое духовенство, множество ученых и дипломатов того времени. В этот день церковь празднует память императоров Константина и Елены, что неразрывно связало будущее императорское общество с памятью древних императоров-храмостроителей на Святой Земле. С самого начала деятельность ИППО, так в более краткой форме я дальше буду называть эту организацию, была направлена на улучшение быта русских паломников, что следует из главных целей и задач общества, записанных в его уставе. Заботы общества о русских паломников не ограничиваются одним удешевлением пути в Святую Землю, но еще более направлены на удовлетворение их материальных и духовных потребностей на Святой Земле. Кроме того, общество поставило себе задачей посредством разного рода изданий ознакомить русский народ с настоящим и прошедшим Святой Земли и тем послужить для духовного единения между Россией и Матерью Церквей. Только с 1883 по 1896 годы через учреждение ИППО в Палестине прошло 22 328 человек, 14 891 паломница и 7 347 паломников. Число женщин-паломниц составляло 66% от общего числа паломников. 85-90% паломников были из простонародья. Уже с 10 февраля 1883 года общество вело так называемые паломнические книжки, по приобретении которых паломникам предоставлялся удешевленный проезд поездом до Одессы и пароходом из Одессы в Яффа и обратно. Общий состав прибывающих на Святую Землю паломников был проанализирован Василием Николаевичем Хитрово в статье «Какими путями идут русские паломники в Святую Землю?» на основании статистического анализа 1883-1899 годов. В ней, в частности, отмечалось, что 97,5% русских паломников не могут себе позволить удобства плавания. Так, первым классом за 16 лет отправились в Святую Землю всего лишь несколько десятков человек. Вторым классом 570 человек, а 22,5 тысячи человек плыли самым дешевым третьим классом. Согласно отчета копировальной книги ИППО в Иерусалиме номер 4 от 23 декабря 1892 года по 2 ноября 1893 года, общее число прибывших на русские постройки в Иерусалиме за год поклонников 2905 человек, а убывших 1273. С 1885 по 1888 годы общество строит храм Святой Марии Магдалины в Гефсимании на склоне Илионской горы, который сегодня является неотъемлемой частью архитектурного облика Иерусалима. С 1887 по 1896 годы общество осуществляет проект по строительству Александровского подворья над найденным в результате археологических раскопок порогом судных врат. 22 мая 1896 года на Александровском подворье освящается церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. В 1886 году, после того, как уполномоченному обществу в Иерусалиме Дмитрию Дмитриевичу Смышляеву удалось приобрести рядом с русскими постройками новый участок, на нем было решено построить новое подворье для постоянно увеличивающегося числа русских паломников. Строительство нового Сергиевского подворья осуществлялось с 1886 по 1890 годы. Игумен Вениамин, основатель Вениаминовского подворья в Иерусалиме, передает в 1891 году обществу права собственности на это подворье. С 1903 по 1905 годы строится Николаевское подворье в Иерусалиме. С 1901 по 1904 годы обществом осуществляется постройка русского подворья в Назарете под руководством немецкого архитектора Готлиба Шумахера. В 1889 году происходят два важных события в жизни православного палестинского общества.
Высочайшим указом от 24 марта 1889 года палестинскому обществу передавались функции капиталы Палестинской комиссии, которая была закрыта 6 июля 1889 года. В результате палестинское общество унаследовало Елизаветинское и Мариинское подворье, а также русскую больницу, построенную еще Палестинским комитетом. Тем же указом от 24 марта 1889 года православному палестинскому обществу присваивалось название императорского. Таким образом, в конце 19-го, начале 20-х веков Россия имела в Святой Земле целую и мощную, строго организованную структуру для приема паломников, одной из основных целей которой была неформальная забота о их быте и нуждах. Императорское православное палестинское общество действовало более чем в 52 епархиях Российской Православной Церкви и имело в них свои региональные отделы, которые собирали пожертвования для улучшения быта православных поклонников на Святой Земле. В среднем каждый отдел ежегодно приносил обществу 1500-1700 рублей в год. Ежегодный вербный сбор давал обществу от 50 до 70 тысяч рублей в год. Такие отделы стали возникать с 1893 года. Целью их был не только сбор средств, но и активная популяризация среди широких слоев православного населения истории Святой Земли и значения русского присутствия на Ближнем Востоке. Далее мы постараемся проследить путь паломника из Одессы в Яффу, его пребывание на Святой Земле, посещение святых мест, условия быта на русских построек, вплоть до самого возвращения его на родину, на основании краткого руководства православным русским паломникам, отправляющимся на поклонение святым местам Востока: Константинополь, Афон, Яффа, Иерусалим, Вифлеем, Иордан, Хеврон, Назарет, Синай, Матария, изданного Императорским православным палестинским обществом в Петербурге в 1907 году. К этому времени общество уже имело полную структуру подворий, способных принимать многочисленные караваны русских паломников, прибывающих на Святую Землю. Поэтому на основании этого руководства предоставляется возможность в полной мере проследить путь паломника из России на Святую Землю и обратно. Но это мы сделаем уже в следующем выпуске, если поймем, что эта тема действительно интересна нашим зрителям. Если вам интересна эта тема, то ставьте лайки. Почему надо ставить лайки? Чем больше вы их ставите, тем больше этот сюжет продвигается в YouTube. Поэтому это важно. Пишите также комментарии, это тоже очень важно для продвижения, чтобы больше людей просто увидели сюжет. Становитесь спонсорами нашего канала. Нам это лично с Ларисой важно. Мы очень благодарим тех, кто уже сделал. До следующих встреч. Всем доброго здоровья и всем огромный привет из Иерусалима и Святой Земли, Израиля.